Вы знаете космический адрес нашей Солнечной системы? Галактическая нить Персея-Пегаса, комплекс сверхскоплений Рыб-Кита, Ланиакея, сверхскопление Девы, местная группа галактик, галактика Млечный Путь, рукав Ориона. Длинно и сложно? Далекая окраина, которая вряд ли чем-то интересна? Так может подумать некий гипотетический турист из центра галактики. Но он сильно ошибется. На самом деле Солнечной системе и есть чем привлечь даже самых требовательных гостей. Кому бы не хотелось, к примеру, увидеть хвостатую планету. Это наш Меркурий. За ним тянется след из атомов натрия, унесенных с поверхности солнечным ветром. Со стороны это похоже на шлейф, характерный для комет. Чтобы его увидеть, придется сделать снимок при помощи телескопа со специальным фильтром. И еще подобрать время, когда хвост наиболее яркий при самом ближнем подходе Меркурия к Земле. В Солнечной системе можно запечатлеть много не менее живописных мест. Большинство астрономов вообще считают ее неповторимой. А что, если мы составим туристический проспект, показав уникальность нашего мира? Заодно условно полистаем буклеты других звездных систем. Какие предложения встречаются чаще всего? И где искать подобные фишки, способные привлечь космических путешественников с Земли. Наш туристический проспект о Солнечной системе стоит начать, вернувшись к последним строкам ее космического адреса, то есть рукаву Ориона Млечного Пути. Это далеко от центра галактики, где очень неспокойно. Там, примерно в 26 тысячах световых лет от Земли, расположена огромная черная дыра, в 4 миллиона раз превышает массу Солнца. Все космические тела, до которых гигант может дотянуться своей безумной гравитацией, он затягивает в свое нутро. Вокруг черной дыры образуется раскаленный аккреционный диск из газа и пыли, которые в процессе уничтожения жертвы она не поглотила. Временами дыра выпускает в космос фонтаны раскаленной плазмы со скоростью, близкой к световой. При этом выделяется колоссальное количество энергии на сотни световых лет вокруг. Другое дело область галактики, в котором расположена наша звезда. Если бы существовал рейтинг космического отдыха, как у курортов на Земле, то Солнечная система наверняка заняла бы первую строку. Она выбрала самое спокойное место в Млечном Пути. В нашем спиральном рукаве сравнительно мало звезд. Рядом нет горячих газовых туманностей, сверхновых и огромных черных дыр. Наш галактический регион практически избавлен от крупных катаклизмов. Космические путешественники могут спокойно перемещаться по Солнечной системе, не боясь ударов извне. Да и внутренние небесные тела вряд ли испортят отдых, создав зону хаоса и турбулентности. Солнечная система стабильна во многом потому, что в ней одна звезда. Это будет следующей страницей нашей рекламы. Мы привыкли думать, что единственное светило в небе является нормой. Но на самом деле не так. Примерно половина звезд вращается в бинарных системах, а в некоторых их 3 или еще больше. Есть даже такая, где сразу 7 светил. На поверхность гипотетической планеты невероятного звездного содружества свет поступал бы справа и слева, сверху и снизу. Потоки лучей лились бы сразу с 7 сторон. Согласитесь, это трудно вообразить. Но именно так, скорее всего, выглядит небо в системе Нью-Скорпиона из созвездия Скорпиона. Все 7 обитателей странной звездной коммуналки вращаются не слишком далеко, на расстоянии 470 световых лет от Солнца. Однако их орбиты астрономам нелегко изучить, потому что в регионе полно пыли и газа, там рождается много звезд. Все вокруг бурлит, и 7 звездам очень сложно в этой среде удержаться вместе с помощью своей гравитации. Ученые считают, что Нью-Скорпиона нестабильная система, она вполне может распасться. Там вряд ли могут сформироваться планеты, по крайней мере, о них на сегодняшний день неизвестно. И у космических туристов мало шансов полюбоваться с какой-либо поверхности на 7 одновременных восходов или закатов. Более стабильным системам с меньшим количеством звезд легче обзавестись планетами. Но и там светила зачастую оказываются неблагосклонны к тем, кого они породили. Это показало новое исследование ученых из университета Монаша и Национального института астрофизики в Италии.
Раньше считалось, что двойные звезды образованы из одинакового материала, поэтому должны быть химически идентичны. Вопреки предыдущим выводам, исследователи выявили различия состава желтых карликов, изучив 107 бинарных систем. Они подозревают, что это вызвано поглощением планет, которые существовали вокруг звезд. По их подсчетам, желтые карлики в бинарных системах завлекают в свои гравитационные сети и заглатывают собственные планеты с вероятностью 20-35%. Мы тоже, возможно, могли оказаться в двойной системе и жить под постоянной угрозой стать жертвой непомерного аппетита светил. По одной из теорий, на заре своей жизни Солнце имело компаньона. Ученые сделали свое предположение, исследовав целый детский сад молодых звезд созвездия Персея в 600 световых лет от Земли. Результаты показали, что все желтые карлики, вероятно, рождены из облака в форме яйца вместе со своим партнером. Скорее всего, так было и с Солнцем, при этом оно притянуло львиную долю пыли и газа, оставив вторую звезду темной и чахлой. Когда Солнце взорвалось, близнеца, вероятно, отбросило далеко за пределы системы. Однако время от времени он ухитряется до нас добраться в надежде хоть немного отомстить. По мнению астрофизиков из Калифорнийского университета, раз в несколько миллиардов лет близнец проникает через ледяные внешние границы Солнечной системы и какое-то время кружит на ее окраинах. От его движения пространство вокруг сильно штормит, и волны распространяются по всей системе. Они, предположительно, несколько раз вызывали массовые вымирания различных видов животных на Земле. Одно из таких возмущений космического пространства привело к удару по нашей планете огромным астероидом. Невероятный по силе взрыв вызвал климатический коллапс, который не смогли пережить динозавры. Возможно, по нашим понятиям, близнец имеет право на месть, ведь Солнце поступило с ним очень жестоко. Но без него планетарная система стала более устойчивой, находясь под действием сил тяготения только одной звезды. И это не единственное преимущество нашего светила, которое может стать ему отличной рекламой. Солнце достаточно долговечный желтый карлик. Его продолжительность жизни составляет около 10 миллиардов лет. Времени вполне хватит, чтобы родились планеты и сформировали систему с устойчивой архитектурой. Также важно, что Солнце — звезда с равномерным свечением, и не слишком большая, и не чересчур горячая. Она излучает именно столько света и выдерживает такое количество тепла, чтобы не вносить хаос в систему и даже поддерживать жизнь на Земле. Наши условия не сравнить с той неблагоприятной и порой даже жуткой обстановкой, которую создают многие другие светила вокруг себя. Одним из самых жестоких к окружающей среде можно назвать R136A1 из звездного скопления R136. Оно вращается в огромной туманности NGC 2070 или Тарантул в Большом Магеллановом облаке. Это самая тяжелая и яркая из известных звезд во Вселенной, которая относится к типу Вольфа-Райя. По самым оптимистичным оценкам, она в 8,7 миллионов раз больше Солнца. Несмотря на невероятный размер, звезду трудно увидеть под плотным покрывалом газа и пыли даже в мощный телескоп. Но астрономов приводит в восторг таинственный флуоресцирующий свет туманности вокруг звезды и замысловатые волокнистые структуры с пузырями из газа, которые создает звездный ветер. Однако, несмотря на красоту окрестностей, жизнь в системе R136A1 невозможна из-за чрезвычайно интенсивного ультрафиолетового излучения. Температура фотосфер звезд Вольфа-Райя составляет в среднем 50 тысяч градусов Цельсия, но может достигать и 210 тысяч. Жар R136A1 порождает настоящие бури, и звезда быстро теряет большое количество вещества. Из-за этого срок существования таких массивных светил очень мал. Он составляет всего несколько миллионов лет. Данные условия вряд ли подходят для создания планетной системы вокруг R136A1. Для светил наподобие Солнца потеря массы вследствие звездного ветра не играет существенной роли и почти не влияет на продолжительность жизни. Наша звезда лишилась лишь 1/1000 своего вещества за почти 5 миллиардов лет. Солнце спокойно и уверенно движется по небосводу, что может привлечь любителей комфортного отдыха.
Правда, так было не всегда. Кроме предполагаемой истории со звездой-близнецом, о которой мы уже рассказали, в жизни Солнца, возможно, были и другие, не менее бурные моменты. Ученые США, Китая и Великобритании заявили о том, что в ранней Солнечной системе 4 миллиарда 567 миллионов лет назад могла существовать огромная брешь. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав состав древних метеоритов. Разрыв образовался в результате каких-то космических катаклизмов. Он находился недалеко от нынешнего пояса астероидов. Постепенно, в течение тысячелетий, пробоина затянулась, и наш мир принял нынешний вид. Но, как бы то ни было, в целом прошлое у Солнечной системы было достаточно тихим и мирным. Этого не скажешь о всех желтых карликах. Так считают ученые из университета Монаша и Национального института астрофизики в Италии. По их словам, даже у одиноких звезд, похожих на нашу, а не только в бинарных системах, планеты нередко падают на светило. В 2023 году впервые подобная катастрофа зафиксирована на расстоянии 12 тысяч световых лет от Земли. Астрономы из Калифорнийского технологического института и Массачусетского технологического института наблюдали, как солнцеподобная звезда ZTF SLRN 2020 поглотила газового гиганта размером с Юпитер. Теперь светило в одиночестве вращается в космосе. Наше Солнце, в отличие от прожорливых соплеменников, сумело сохранить свою планетную систему. И она самая крутая из всех, которые нам известны. Прежде всего потому, что в ней 8 планет. Это настоящий рекорд. Астрономы открыли уже 3224 звездных системы, из них только 714 имеют более одной планеты, но, как правило, их не более 2-4. Правда, иногда бывает 5 и 6, а в 2016-2017 годах обнаружен тусклый красный карлик Тропист-1 в созвездии Водолея на расстоянии 39,5 световых лет от нас. В его систему входит 7 сравнительно прохладных планет, размером сопоставимых с Землей. Они выбрали себе место буквально вплотную к звезде, теснясь на территории примерно как между Солнцем и Меркурием. Однако красный карлик относительно прохладный и вряд ли испепелил поверхность планет своим жаром. 3 из них астрономы даже включили в обитаемую зону Тропист-1. Сейчас исследователи проверяют еще 2 звездных кандидатов на наличие в их системе 7 планет. Но в любом случае, это все равно будет меньше, чем в Солнечной системе. Хотя ее уникальность скорее даже не в количестве планет. Наше Солнце ухитряется удерживать всех своих сателлитов практически на круговых орбитах, обеспечивая стабильность системы. И планеты помогают в этом светилу гравитационным взаимодействием друг с другом. Эксцентриситет – мера того, насколько круговой является орбита. У Земли составляет 167 сотых. Самым высоким показателем обладает Меркурий – 0,2. У Венеры и Нептуна он наиболее низкий – 68 тысячных и 112 сотых соответственно. Эксцентриситет у всех планет лишь незначительно увеличивается и уменьшается в течение сотен тысяч лет из-за их гравитационного воздействия. В системах с немногочисленными планетами их взаимного притяжения не хватает, чтобы округлить орбиту. Они чаще всего вращаются по эллипсу, иногда просто безумно растянутому вокруг звезды. Так огромный газовый гигант HR 5183b, расположенный в 102 световых годах от нас, обладает орбитой, похожей на яйцо. Астрономы называют его путь вокруг звезды кометообразным. По крайней мере, в нашей Солнечной системе небесные камни, как правило, двигаются именно по такой яйцеобразной орбите. Чтобы совершить один оборот вокруг своего коричневого карлика, HR 5183b требуется 77 лет. Это целая человеческая жизнь. Представим на минуту, как бы мы чувствовали себя на такой планете. Одна очень долгая весна, а затем лето, осень и зима. Вероятно, нам пришлось бы намного хуже, чем на Земле. Но как планета приобрела такую необычную орбиту? Ученые думают, что у HR 5183b когда-то была соседка аналогичного размера. Когда-то 2 планеты подошли достаточно близко друг к другу, компаньонка вытолкнула HR 5083b дальше от звезды на орбиту в форме яйца.
Наши же все 8 планет не только имеют круговые орбиты, но еще и удивительно четко выстроены вокруг Солнца. Подобного нет ни в одной известной астрономам звездной системе. Так что эту уникальную особенность мы обязательно включим в наш условный рекламный проспект для туристов из других миров. Хотя для себя вряд ли почерпнем из этой информации что-то особенное. Хорошо известно, что в Солнечной системе есть 4 внутренние планеты, расположенные ближе всего к звезде. Они так называемой земной группы, с твердой поверхностью, по которой можно ходить или сажать на нее космические аппараты. 4 внешние планеты представляют собой огромные газовые и ледяные небесные тела. Внутренние и внешние небесные тела разделяет пояс астероидов. Благодаря этому кольцу космических камней и круговым орбитам внешние гиганты не вызывают возмущения в движении внутренних планет земной группы. А вот в других звездных системах большинство огромных планет вращается по орбитам, опасным для меньших соседей типа Земли. Гиганты Солнечной системы, наоборот, защищают внутренние планеты от комет и астероидов. Они захватывают или отклоняют опасные космические объекты своей гравитацией. Потому до нас их долетает очень мало. Особенно важна в этом роль Юпитера. Газового гиганта стоит включить в особый раздел достопримечательностей Солнечной системы. Начнем с того, что Юпитер в 11 раз больше Земли. Это очень много. Если представить Юпитер размером с баскетбольный мяч, то наша планета окажется не больше виноградины. Однако не это делает планету уникальной. Собственно, астрономы уже обнаружили газовых гигантов намного больше Юпитера. Недавно с помощью телескопа Субару в 170 световых годах от Земли найдена массивная планета в 13 раз больше него, которая вращается вокруг звезды Кара Андромеды. Неудивительно, что ее назвали Супер-Юпитером. А вот полное отсутствие небесных тел внутри орбиты Меркурия и расположение массивного Юпитера на значительном удалении от Солнца действительно необычно. Но вы наверняка спросите, при чем здесь Меркурий? На самом деле эти два явления связаны между собой. И вот почему. Раньше астрономы считали, что планеты Солнечной системы сформировались на своих нынешних орбитах. Вблизи от горячих молодых звезд единственными возможными строительными материалами для них стали силикаты и металлы. Они подходят для относительно небольших твердых планет. Вдали же от звезд, где есть газ и лед, рождались газовые и ледяные небесные тела. Однако позже газовые гиганты были найдены очень близко от своих светил. Но температуры там слишком высоки для возникновения подобных планет. Планетолог из штата Колорадо Кевин Болш считает, что такие горячие Юпитеры, вероятно, сформировались дальше от звезд, а затем постепенно мигрировали ближе к ним. Нечто подобное произошло и с Юпитером, только в конечном итоге он избежал крепких объятий светила. Наш газовый гигант совершил зигзагоподобный маневр, как в парусном спорте. Сначала планета приближалась к Солнцу, а затем начала удаляться от него, подобно лавирующей яхте. Это произошло, когда Солнечной системе исполнилось только несколько миллионов лет, и она все еще была наполнена газом. Вот так Юпитер выполнил свой сложный маневр. По мере вращения гиганта вокруг Солнца, газ с внешней стороны орбиты подталкивал его ближе к светилу. Позже за пределами Юпитера сформировался Сатурн. Это привело к возмущению газов, и центростремительное движение Юпитера прекратилось на расстоянии примерно в 1,5 астрономические единицы от Солнца. Там на него продолжили оказывать давление газа с внутренней стороны орбиты, отталкивая дальше от Солнца. Поскольку с внешней стороны давить на планету было уже нечему, она отошла на свое нынешнее место в 5,2 астрономических единиц от звезды. Подобная гипотеза объясняет многие ранее непонятные феномены Солнечной системы. Например, почему Марс имеет свой нынешний размер. В предыдущих моделях выходило, что Красная планета должна быть крупнее, чем в действительности. Однако Юпитер во время своего лавирования оттянул у Марса часть газа и материи и не дал ему разрастись. Симуляция большого отклонения газового гиганта также предполагает возникновение пояса астероидов, причем очень сходного с тем, что мы наблюдаем в Солнечной системе в реальности, с сопоставимыми массами, орбитами и составом небесных тел. Ну, при чем здесь все-таки Меркурий? Чтобы это узнать, вернемся к началу лавирования газового гиганта. Компьютерные симуляции показывают, что оно было далеко не мирным и спокойным. Во внутренних регионах системы Солнце раскачивало и притягивало
притягивал Юпитер, который из-за резких колебаний крушил все на своем пути. Он проходил по области, заполненной газом, пылью и наполовину сформировавшимися планетами, так называемыми планетиземалями диаметром до 1000 километров. Юпитер расталкивал планетиземали, которые вдребезги разбивались друг от друга. Обломки нерожденных планет, каждый размером примерно с километр, окружающий газ сталкивал прямо в пылающее горнило Солнца. После того, как Юпитер вернулся во внешние регионы Солнечной системы, из оставшегося космического мусора сформировались Земля и другие небольшие каменистые планеты. А вот у самых близких к светилу из-за хаоса, посеянного газовым гигантом, не было шансов на выживание. Именно потому внутри орбиты Меркурия сейчас нет никаких небесных тел. Ну а Юпитер на новом месте превратился из носителя смуты в главного защитника внутренних планет. Его сильная гравитация выталкивает большинство крупных космических тел за пределы Солнечной системы, а более мелкие он, как огромный пылесос, всасывает в свою атмосферу. Правда, иногда Юпитер тоже направляет к Земле какую-нибудь комету или астероид, но их количество ничтожно мало по сравнению с тем, сколько он берет на себя. Еще в компании с Венерой время от времени газовый гигант пытается подпортить земной климат. Каждые 405 тысяч лет гравитационные колебания между Землей, Венерой и Юпитером приносят нам аномально холодные зимы и жаркое лето. Засухи становятся небывало сильными, а дожди вызывают постоянные потопы. Хотя все же, согласитесь, защитная функция Юпитера для нас намного важнее. Плохую же погоду, которую эта уникальная планета приносит нам так редко, мы как-то перетерпим. А пока посмотрим внимательнее на другие планеты Солнечной системы. Мы не будем останавливаться на нашей Земле. Высокоразвитая жизнь, понятно, делает ее невероятно привлекательной для космических путешественников из других миров. Но нашим соседям тоже есть что показать. Одним из шедевров можно назвать кольца вокруг планет. Во время их формирования некоторые частицы газа и пыли находились слишком далеко от ядра планеты. Они остались в свободном полете на орбите, образовав кольца. Правда, на этот счет есть еще одна интересная идея. Короны планет могут быть слеплены из частиц их спутников, которые сошли с орбит, столкнулись между собой и взорвались. Своими яркими, великолепными кольцами больше всего привлекает Сатурн. Их 7, но при взгляде издалека они кажутся единым целым, составляя огромную корону. Она единственная в планетной системе отражает солнечный свет, и потому особенно эффектна. Зато Уран можно назвать чемпионом по количеству колец, которых у планеты 13, и все отчетливо видны. Внутри этих образований в телескоп можно заметить маленькие камешки и большие глыбы, длина которых может достигать 1 метра. А вот Юпитер, хотя и самый большой в Солнечной системе, от космических соседей отстает. У него довольно слабая система колец, которую нельзя наблюдать невооруженным глазом. Даже на четких снимках газового гиганта телескопов они практически не видны. Эти размытые кольца лишь в 1979 году обнаружил космический зонд Voyager 1. У Нептуна тоже слабые кольца, и их просто так не рассмотреть. Для этого нужно специальное оборудование и телескоп, обладающий достаточной мощностью. Интересно, что венец планеты создан в результате действия магнитосферы Нептуна и состоит из силикатов, льда, а также некоторых органических соединений. Потрясающие короны планет – только одна из многочисленных достопримечательностей нашей звездной системы. Пролетая по ней, гостей из космоса наверняка поразит Уран. Обычно планеты вращаются вокруг своей оси под небольшим углом, а он движется словно лежа на боку. К тому же его плоскость экватора наклонена к плоскости орбиты под углом в 97,86 градуса. Ученые не могут точно сказать, почему так происходит. Самой логичной на сегодняшний день считается версия о столкновении планеты с другим небесным телом, развернувшим ее ось. Но странное положение не лишает его достопримечательностей, как другие планеты. Например, великолепных полярных сияний. Правда, у нас нет монополии на эти красочные шоу в масштабе Вселенной. Красный карлик YZ Кита, скорее всего, имеет очень близкую экзопланету YZ Кита b. Астрономы считают, что на ней есть полярные сияния, а коричневый карлик LSR J1835 плюс 3259 из созвездия Лиры в 18,48 световых годах от Земли своими силами
создает невероятно мощные авроры. Сияние на полюсах светила по интенсивности и яркости излучения в 10 тысяч раз превосходит юпитерианские, которые являются самыми мощными в Солнечной системе. Но в чем тогда уникальность наших аврор? Просто они есть на каждой из планет Солнечной системы. И не только. Небо сияет от таких огней на спутниках Юпитера Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Даже на комете Чурюмова-Герасименко в 2014-16 годах исследовательский корабль «Розетта» наблюдал авроры. Какие только феерические огни при этом не рассвечивают небо. Красные, зеленые, синие, высотой до 1200 километров. Сконцентрированные на полюсах и растянутые по атмосфере. Туристов из другого мира явно не оставит равнодушным их многообразие и красота. Еще более богаты планеты Солнечной системы разнообразными спутниками. Их нет только у Меркурия и Венеры. Зато некоторые небесные тела окружили себя целой свитой лун. Так у Юпитера 95 спутников. Один из них — Ганимед, самый большой в Солнечной системе. Его диаметр составляет 5268 километров. То есть он всего на 8% меньше Меркурия. Космический аппарат «Галилео» даже обнаружил на этом мегаспутнике магнитное поле и большой подземный океан. Но рекордсменом по количеству таких небесных тел все же является не Юпитер, а Сатурн. У него астрономы насчитали 145 лун. Большинство из них, по мнению астрономов, служат добрую службу для своих планет. Возьмем для примера наш единственный природный спутник — Луну. Как известно, она оказывает большое влияние на земную жизнь. Сила притяжения Луны вызывает морские приливы и отливы. Есть мнение, что эти колебания определяют направление океанических течений, играющих важную роль в создании климата на планете. А при движении Земли вокруг Солнца ее ось вращения сохраняет почти постоянное направление в пространстве, благодаря притяжению Луны. Если бы не это, угол наклона земной оси за длительные периоды сильно изменился бы, возможно, даже на 85 градусов. Еще хуже оказалось бы отсутствие наклона у земной оси, тогда наша жизнь стала бы серой и прозаичной. Мы никогда не увидели бы восхитительных изменений в природе, связанных со временами года. Не было бы у нас и благодатных ливней, потому что количество осадков резко бы сократилось. И еще температура, которая сохраняется благоприятной для жизни благодаря наклону земной оси, достигла бы смертельно высоких или низких показателей. Стабилизирующее действие Луны ученые объясняют тем, что она относительно большой спутник для Земли по сравнению с соотношением размеров других лун и их планет. В Солнечной системе, как мы показали в нашем рекламном проспекте, действительно много интересных мест и неповторимых явлений. И их перечень можно еще долго продолжать. Однако некоторые ученые считают, что нашу планетную систему все же нельзя назвать уникальной. По крайней мере, рано делать окончательные выводы, поскольку поиск экзопланет лишь начинается. Только в Млечном Пути насчитываются сотни миллиардов звезд. По мнению ученых, 1% из них может походить на Солнце и иметь планетарную систему. И это сотни миллионов. Вряд ли подобная статистика дает основания считать наш мир редкостью. Просто системы, сходные с нашей, при современном развитии технологий астрономам труднее зафиксировать. В частности, экзопланеты диаметром меньше земного пока еще часто находятся вне пределов чувствительности телескопов. А поиск более крупных планет, схожих с газовыми гигантами Солнечной системы, требует длительных наблюдений. Сейчас самым актуальным является метод транзитной фотометрии. Его суть состоит в фиксировании падения яркости звезды, когда экзопланета проходит между ней и телескопом. Но орбиты многих небесных тел отдалены от своей звезды, очень велики. Даже наш Сатурн совершает полный оборот вокруг Солнца аж за 29 лет. Так что астрономам придется ждать несколько десятилетий, прежде чем они смогут обнаружить его транзит. Впрочем, это, можно сказать, одно мгновение по сравнению, например, с экзопланетой 2MASS J2126-8140 в 102 световых годах от Земли. Она вращается в созвездии Октант
на безумном расстоянии в 6900 астрономических единиц от своего маленького красного карлика. Ее оборот по орбите тоже составляет немыслимое время – около миллиона лет. Конечно, найти такие небесные тела при современном развитии технологий практически невозможно. И все же астрономы уже познакомили нас с более чем 5000 самых разных экзопланет. Чтобы мы увидели, листая гипотетические рекламные проспекты этих планетных систем. Одна страница, другая, третья и никакого разнообразия. В рамках каждой системы планеты по размеру похожи, как горошины в стручках. Астрономы еще более 10 лет заметили такую закономерность с помощью телескопа Кеплер. У чужих звезд планеты обычно напоминают друг друга по размеру и массе. В нашем мире это правило не действует. Юпитер имеет диаметр 142 984 километров, а крошечный по сравнению с ним Меркурий — 4880 километров. То есть они отличаются почти в 30 раз. Конечно, и в системах наподобие гороховых стручков есть незначительная разница. Их положение в зависимости от размера и близости к звезде международная команда исследователей разделила на 4 класса. К первому, упорядоченному, относится наша Солнечная система. В ней по мере удаления от звезды масса планет увеличивается. Маленькие и каменистые вращаются рядом с Солнцем, а большие газовые с ледяными в отдалении. Ученые считают, что это самый редкий класс из всех 4. Остальные 3 они классифицировали как подобные упорядоченным, антиупорядоченные и смешанные. В подобных упорядоченным системах по мере удаления от светила планеты становятся больше и массивнее. Только в космическом масштабе они все настолько мало отличаются друг от друга, что сразу и не заметишь. Как в системе ярко-желтого карлика Бета Пикторис, похожего на Солнце, в 63 световых годах от Земли. В отличие от нашей звезды, ему всего 12 миллионов лет, тогда как Солнцу 4,6 миллиарда, и эта температура составляет 5505 градусов Цельсия, а поверхность юного желтого карлика раскалена до 7783. Бета Пикторис буквально сияет в небе в 8,7 раз ярче Солнца. При хорошей погоде вы можете увидеть звезду невооруженным глазом и даже рассмотреть ее знаменитый пояс – плотный диск из космических обломков, газа и пыли. К слову, для нас этот пояс представляет собой не только чудесное зрелище, но и реальную опасность. Считается, что именно из него Бета Пикторис посылает в Солнечную систему основной поток межзвездных метеоритов. Конечно, подобные проделки вполне закономерны для столь юного светила. Но вот то, что оно успело сформировать 2 планеты, стало неожиданностью для астрономов. Сначала они нашли Бета Пикторис b, которая в 11 раз массивнее Юпитера. Эта огромная экзопланета облюбовала себе уголок подальше от своего горячего и неспокойного желтого карлика на расстоянии 9,1 астрономических единиц. Примерно настолько же Сатурн удален от Солнца. Но на Бета Пикторис b жарко, как в настоящем аду. Температура на экзопланете составляет примерно 1327 градусов Цельсия. Такого, по мнению астрофизиков, быть не должно. Хотя юная звезда очень горячая, Бета Пикторис b находится от нее достаточно далеко, чтобы не разогреваться как печь. Ученые склоняются к версии, что планета накапливает тепло благодаря своей огромной массе и плотному пылевому покрывалу вокруг. Позже найдена внутренняя планета в системе желтого карлика Бета Пикторис c. Она тоже огромна, в 9 раз массивнее Юпитера и в 1,12 раза превышает его в радиусе. Но, как мы видим, внутренняя планета несколько меньше внешней. В смешанных системах планеты выстраиваются вне зависимости от размера и массы по отношению к звезде. И такие хаотичные миксы являются самым распространенным во Вселенной. По оценкам ученых, в их число входит примерно 8 из 10 планетарных систем. Примером опять же может служить Тропист-1. В этой густозаселенной системе по сравнению с внутренней планетой следующая меньше, но массивнее. Третья же отстает от соседок и по массе и размеру. Не будем заглядывать дальше, все равно не найдем в системе никакого порядка по этим параметрам. Такая же архитектура у яркого, прохладного красного карлика L9859 из созвездия Воланца, который вращается буквально у нас за углом в 35 световых годах от Земли. У него обнаружено 4, а возможно и 5 планет, расположенных очень близко к своей звезде.
Сутки в тех странных мирах пробегают буквально за минуты, год же длится всего несколько дней. Ближе всего, буквально под руку со светилом, нашла себе место экзопланета L9859b. Ее радиус составляет 0,8 земного, а масса 0,40–0,16. Дальше расположена L9859, которая чуть крупнее соседки, с радиусом 1,4 и массой 2,22 земной. По мнению ученых, эти планеты из-за близости к звезде вряд ли ледяные или газовые. Они скорее земного типа. При дальнейшем изучении обе оказались рыхлыми и легкими, как сахарная вата. Особенно L9859b, которая при своих невероятных размерах весит примерно вдвое меньше Венеры. Третья же в этой системе, L9859d, найдена дальше от звезды, но чуть уступает по массе своей соседки с показателями 1,94 земной. Вычислив ее плотность, ученые пришли к выводу, что 30% массы L9859d может составлять вода. Нам трудно вообразить столь огромный океан, ведь доля воды в массе Земли всего лишь 0,02%. Четвертая планета L9859e больше, чем внутренняя. Ее масса составляет 3,06 земной. Наконец, пятая планета, которая еще окончательно не подтверждена, расположена на самой окраине системы. И в то же время она при массе в 2,46 земных меньше предыдущей. Но почему именно такие смешанные системы наиболее распространены, точно пока неизвестно. Хотя у астрономов уже много идей. Одна из них гласит, что все зависит от количества и распределения газа и пыли в протопланетных дисках, из которых формируются системы. В зависимости от наличия строительного материала небесные тела могут получаться больше или меньше, а место у звезды особой роли здесь не играет. Также есть версия, что архитектура систем связана с наличием тяжелых элементов – кислорода, углерода, железа и других в самих звездах. Смешанные возникают у относительно небольших маломассивных светил с ограниченным количеством тяжелых элементов. Астрономы открыли как раз больше всего таких звезд, в основном небольших красных карликов. В антиупорядоченных системах все еще интереснее. Их архитектура по сравнению с упорядоченными как бы перевернута с ног на голову. Ближе к звезде расположены большие планеты, а дальше маленькие. Одна из таких систем замечательна еще и тем, что она самая крошечная из нам известных. Астрономы говорят, что этот мини-мир дал им почувствовать себя гулливерами, попавшими в Лилипутию. Главный исследователь Института наук об экзопланетах НАСА Джон Джонсон считает эту звездную систему по масштабам скорее сравнимой с Юпитером и 4 из крупнейших его спутников. Миниатюрный красный карлик KOI-961 в 6 раз меньше нашего Солнца и всего на 70% больше Юпитера. Он тихо кружит по небу вместе с 3 своими планетами. Каждая из них по размеру представляет что-то среднее между Землей и Венерой. Радиус самой близкой к звезде составляет 78% земного, средний — 73% и внешний — 57%. То есть, отдаляясь от красного карлика, планеты уменьшаются в размере. О них пока известно немного. Предполагается, что все планеты расположены очень близко к своей звезде, совершая оборот вокруг KOI-961 меньше, чем за 2 дня. Масса этих небесных тел тоже еще до конца не выяснена, но есть версия, что они каменистые, как Земля. Однако у нас остается еще множество звезд, которые имеют одну планету. Они не попали в систематизацию, которую мы рассмотрели. В то же время некоторые из них заслуживают особого внимания космических путешественников. Нас, несомненно, приведет в восторг Кеплер-16 из созвездия Лебедя в 245 годах от Земли. Она может показаться зеркальным отражением планеты одного из миров, любимой всеми медиафраншизы. В далекой звездной планете 2 светила, желтый и красный карлик. Вокруг них вращается одна планета. Совсем как в «Звездных войнах» на планете Татуин, которая завораживает сразу 2 светилами в своем небе. На планете звезды Кеплер-16 пейзажи, вероятно, не хуже. Ее небо днем озаряет золотистым светом желтый карлик и темно-желтым красный. А двойные звездные закаты и рассветы на Кеплер-16 наверняка такие, что просто не оторвать глаз.
С точки зрения астрономов, все, конечно, прозаичнее. Они говорят, что две звезды уступают по размеру нашему Солнцу, а планета по массе сравнима с Сатурном. Виток вокруг обеих звезд Кеплер-16 совершает за 229 дней. Сами же светила движутся между собой по орбите в виде эллипса и делают полный оборот за 41 день. И все же это достаточно редкая и настолько эффектная звездная система, что в конце концов она вдохновила на художественные сравнения даже ученых. Астрофизик Института сети в штате Калифорния Лоренс Дойл описал движение в системе как зажигательный танец двух звезд, то затмевающих одна другую, то вместе вспыхивающих ярким светом. Время от времени на сцену выходит планета, исполняя свой непродолжительный, но весьма замысловатый пируэт. Наверное, астрономы со временем найдут в небе еще и не такие чудеса. А может, им рано или поздно попадется звездная система как солнечная. И даже не одна. Или, как вариант, мы останемся единственными в своем роде. Что будет лучше? Конечно, жить в уникальном мире приятно, но все же мы давно хотим присмотреть себе второй дом, а главное найти инопланетян. Открытие двойника Солнечной системы, вероятно, намного повысит на это шансы. В своих поисках ученые возлагают большие надежды на космический телескоп ТЭСС, который предназначен специально для наблюдения экзопланет. Для этого предстоит прочесать окрестности в 500 тысяч ближайших к Земле желтых звезд спектрального класса G, оранжевых класса K, красных М, а также около 1000 красных карликов. В отличие от телескопа Кеплера, исследования которого были ограничены охватом небольшой области небесной сферы, ТЭСС видит площадь больше, чем в 400 раз. Он уже отыскал почти 2500 кандидатов в экзопланеты, среди которых мини-Нептуны, суперземли, голые ядра планет, объекты у белых карликов, и вполне возможно, однажды в поле его зрения у желтых карликов ему попадет родная сестра Солнечной системы. Хотели бы вы побывать в подобном мире, похожем на наш и все же совсем другом? Космическим туристам там точно будет что посмотреть.